Сегодня я хочу вас познакомить с профессиональным заточным станком для цепей «Штиль», произведенным в Германии, как я понимаю. Вещь не дешевая, но что ж сейчас дешево. Значит, у него есть свои особенности. Начнем по порядку. Ну, во-первых, комплектация. Коробок много, упаковано все основательно, прямо так, надежно. Но комплектация, вот именно базовая, она, так скажем, минимальная. Что здесь идет у нас? Ну, собственно, сам станок, он идет в разобранном виде. Основные детали, так скажем, по блокам разобрано. Все в коробках в отдельных, упаковано хорошо. То есть сам станок. И идут у нас к нему 3 заточных диска. Один толщиной 3,2, второй у нас идет толщиной 3,8. И третий идет, толщина у него 8. Ну и в диаметре он немного поменьше. Если эти идут в диаметре 140, то этот идет диаметром 120. Соответственно, для мелких цепей 3,2, для более крупных 3,8. И вот этот кружочек у нас идет конкретно для снятия ограничителей. Посадка у этих дисков на 12. Если у китайских идет 22,2, как у болгарки посадка, то здесь 12 миллиметров. Для того, чтобы воспользоваться китайскими дисками заточными, поскольку эти диски очень дорогие, скажем, вот такой заточной диск стоит в штилевской компании сегодня 1800. Ну пусть даже мне, скажем, будут продавать подешевле со скидками, пусть даже 1600, да, или даже 1500, пусть даже будет так, то это все равно получается очень дорого. А почем тогда затачивать цепи-то, возникает вопрос. Поэтому я уже заказал переходные кольца для этих дисков. Собственно, я заказал только вот для 3,8 и 3,2 для дисков. Потому что ограничители я снимаю на другом станке. Вот у меня другой станочек небольшенький. И я снимаю отдельно на нем. Потому что неудобно переставлять диски. Перестраивать станок каждый раз, поэтому у меня стоит отдельный станок на эту операцию. Что еще сказать про него? Вот 3 диска, соответственно, и нет даже подсветки. Подсветку я сделал сам. А в целом эту подсветку можно, то есть как дополнительную опцию заказать. Ну, я даже не стал спрашивать, сколько это будет стоить, поскольку понятно, что изготавливается в Германии, и это очень дорого. Ну, относительно дорого, так скажем, дорого для нас. Поэтому сам сделал подсветочку. Эти кадры вам помогут при самостоятельном подключении лампочки для освещения. Что у нас еще идет в комплекте? В комплекте идет инструкция. Инструкция, кстати, довольно полная. И в отличие от китайских станков, в этой инструкции описано, как затачивать цепи. То есть методика заточки описана. У китайских станков инструкция об этом умалчивает полностью. Там только сборка станка и все. А как затачивать цепи, не рассказывается. То есть считается, что вы это уже знаете сами. Далее, что здесь еще? У этого станка, в отличие от китайских, еще предусмотрена дополнительная комплектация. Это насадка
для заточки дисковых пил. В инструкции тоже это изложено, как затачивать дисковые пилы. Сама насадочка представляет из себя приставку. Тоже в инструкции написано, как собрать, как ее установить и как затачивать. Вот она такая вот небольшенькая насадка. Вот эта вот часть убирается. Вот прямо вся вот эта часть. И ставится вот эта насадочка для заточки дисковых пил. Инструкция есть. Дисковые пилы можно затачивать, согласно инструкции, до 250 мм в диаметре. Максимальный размер. И комплектуется эта насадочка отдельным заточным кругом. Вот он вот такой вот кружочек. 140 на 3,8 и посадка 12. Он уже имеет в своем составе алмазную пыль. Ну понятно, потому что затачиваются диски победитовые. Далее этот станок может еще комплектоваться насадкой для заточки кусторезов. Ну, знаете, вот такая вот, как пила у них, вот так вот ножи ходят. Как бы вот для них еще. Ну, я такую насадочку заказывать не стал. В общем-то, спроса на заточку таких вещей нет. Это во-первых. Во-вторых, их можно довольно легко заточить вручную. Поэтому заказывать я ее не стал. Что еще из особенностей этого станка? Значит, в отличие от, скажем, китайских, у них можно только что наклонять вот эту платформу. Это же ведь тоже профессиональный станок. Поэтому предусмотрен наклон диска на нужный градус. Это первое. Далее. Можно развернуть саму платформу. Но это тоже понятно. Там 30 градусов, 35, 40 и так далее. То же самое можно сделать на этом станке. Но в дополнение еще можно для более качественной заточки можно еще перемещать вот эту вот платформу. То есть левая идет в одну сторону, а правую сторону при заточке уже смещаешь платформу. Все это описано подробно в инструкции. Еще раз обращаю ваше внимание, что здесь в инструкции это все есть. Порядок работы с различными инструментами. То есть перемещение вот этой платформы, это есть принципиальное отличие от более дешевых станков. Ну что здесь еще сказать? Если посмотреть визуально, как бы для сравнения, вот это китайский станочек, я его, кстати, не так давно покупал. Вот здесь двигатель более мелкий, так скажем, чем вот этот двигатель на штилевском станке. И здесь у нас характеристики. Значит, мощность этого китайского станка 235 Вт. Диски у этого станочка идут размером внешний 145, внутренний 22,5. И также идут 3,2 толщина заточного диска и 4 мм. Там 3,8, здесь 4 мм. Ну, отличие небольшое. Двигатель вроде как получается у китайского мощнее. А у этого станка двигатель имеет, если посмотреть на шильдик, 180 Вт. Но сам он более крупный. А это значит, что он в процессе своей работы менее напряжен, то есть меньше греется и рассчитан на длительную эксплуатацию. Ну, про подсветочку я вам уже говорил, что пришлось сделать самому. Еще одна особенность имеется у этого станка. Если мы возьмем цепь и поставим на станочек, то у китайских расположение зубьев вот этой режущей кромки будет вот в эту сторону. Вот так вот устанавливается. А на этом станке устанавливается наоборот, в другую сторону.
И поэтому при переходе на штилевский станок возникают некоторые трудности. Ну, привыкаешь довольно быстро. Все это сделано удобно в целом, только по первости неудобно. Просто нет привычки. Привыкаешь, и все становится на свои места. Порядок работы практически такой же, как там, но заточка получается более качественная. За счет смещения вот этой вот платформы. Принципиальных других отличий нет. Ну, здесь есть вот небольшие отличия, которые несущественны, скажем, по способу зажатия у штилевского станка от китайского. У китайских цепь зажимается в одной точке, по сути дела. Здесь как бы то же самое. Как бы то же самое. Вот он тоже рычажок, который можно регулировать. Вот он на резьбе, видите? Ходит. Можно его регулировать затяжку. Тоже вот так же рычагом. Но есть маленькое но. Если у тех станков идет зажатие цепи, вот где у нас идет ось рычага, там и зажатие в одной точке, то здесь нет. Здесь стоит вот такая пластина, она в своеобразной форме. То есть она зажимает цепь вот в этой точке и вот в этой точке. Да, давит посередине, но она массивная и прочная. И зажимает в двух точках цепь. Такое зажатие цепи более надежное, что и отмечается, ну, по крайней мере, я отметил, что при заточке цепи нет вот этих вот произвольных гуляний. Если здесь приходится посматривать за этим делом, то здесь можно уже не смотреть. Зажал, все надежно зафиксировалось. Да, забыл сказать, что этот станок еще комплектуется вот такой вот пластиной, которая должна закрывать вот эту часть. Здесь тоже довольно удобно сделано. Вот здесь есть прорезь для быстрой установки снятия. Но я думаю, что этого никто не устанавливает. Я в том числе тоже не стал с самого начала устанавливать. На китайские тоже идет защита. Там идет пластик. Их тоже никто никогда не устанавливает. Как-то так. Конечно, они нужны для безопасности работы. Но если ты профессионал, то должен учитывать все эти моменты. То есть в реальности я не видел, чтобы кто-то из профессионалов пользовался этими защитами. Ну вот, все, пожалуй. Нет, не все. Еще одно принципиальное отличие профессионального станка немецкого компании Штиль от китайского станка, тоже профессионального, в том, что, посмотрите, вот у этого станка уже имеется вот этот люфт, видите? Вот. Но я на этом станке снимаю только ограничители цепи. И для меня вот этот люфт несущественный. То есть он много походил, и у него приличный люфт. Вот он. Выбрать его можно, этот люфт, убрать. Но как? То есть путем, вот здесь нужно будет все разобрать, сюда добавить, по-видимому, дополнительные шайбы или еще чего-то. Вот видите, он люфт есть. Может быть, шайбами даже и не уберешь, а что-то нужно будет типа муфт или новую ось заказывать, или ну что-то так вот. В принципе, убрать можно, но это очень сложно. У этого станка компании Штиль этот узел выполнен по-другому. У него имеются на оси регулировочные винты. Вот видите, здесь один массивный болт, здесь вот ось и под отвертку шлицевую. То есть здесь, если люфт появится, то всегда можно подтянуть. Ну, понятно, что рассчитан на длительную эксплуатацию станок. Ну вот, пожалуй, все принципиальные отличия. Здесь еще вот отличие в самом ограничителе хода цепи. Ну, это я не считаю существенным. То есть левая, правая сторона. Так что можете выбирать, чем вам пользоваться. Таким станком или таким, что вас устраивает. Разница просто в цене, ну и в удобстве, конечно, работы.
Все зависит от того, какие объемы у вас работ выполняются. Вообще говоря, немцы молодцы. Как бы мне нравится исполнение этого станка, но есть одно но. Здесь комплектации, вот посмотрите, идет, что это значит пластинка для очень тонких цепей, скажем, 1,1 с толщиной паза 1,1 в шине, то ставится дополнительно вот эта пластиночка вот сюда вот. Это первое. Здесь вот такой вот ключик идет интересный. Я позже объясню, для чего. Это у нас идет абразив, черный корунт. Не знаю, возможно, что с алмазом. Он поблескивает как-то характерно. Для правки круга. Я не пользуюсь. Я пользуюсь профессионально, как говорится, вот таким алмазным бруском. Настоящим. И не использую черный корунт в своей работе. И идет вот такая пластина, где можно сравнивать профиль вот этой вот кромки заточного круга, соответственно, по разным размерам. Я тоже этим не пользуюсь, делаю это на глаз. Вот, но не это главное. Главное в другом. Сейчас мы с вами обсудим. Вернемся вот к этому приспособлению. Для чего оно? Посмотрите, вообще говоря, у штиля сделано очень удобно. Вот эта часть. Если на китайских приходится затягивать диск ключиком, то здесь ставится вот такая гайка. С левой резьбой. Просто рукой затягиваешь. Далее идет прижимная пластинка. Далее идет вот наш, здесь в конкретном случае 3,2 толщиной диск заточной. А дальше, значит, как это должно было делаться по задумке. Вот эта вот вещь должна сниматься. Вот эта планшайба. И туда под нее ставится вот такая вот резиночка. Резиновая шайба. Работает она так. Когда мы ставим диск, поджимаем его гайкой затяжной, то вот эта резинка работает как бы, как вам сказать, как сцепление, что ли, правильно будет сказать. Вот эта вот планшайба проворачивается свободно. Вот сюда вот ставится эта резиночка, вот в это место. А там на валу имеется отверстие. Ну, для того, чтобы затянуть. Вот в это отверстие ставится вот этот ключик. Ставится ключик, и мы затягиваем. Резьба левая, как я уже сказал. Вот так мы затягиваем заточной диск при помощи вот этого ключика. Ну, согласитесь, это очень неудобно. Если тебе нужно оперативно заменить диск, скажем, с толщины 3,2 на толщину 3,8, а тем более на 2 мм. И вот ловить там вот это вот отверстие, значит, вставлять туда ключик и затягивать. Это неудобно. Поэтому я сделал это по-другому. Сюда просто вставил винт с гаечкой. Так, чтобы более-менее было отбалансировано по весу, чтобы не было вот этих вот вибраций. То есть винт укорочен до самого предела, прям за подлицо с гаечкой. И затянул. Все. У меня теперь эта шайба, планшайба практически стабильна. Вот видите, маленечко люфт есть, но это не беда. И теперь мне попроще. Ставлю диск. Хотя вот это вот отверстие, видите как? У меня уже его подразбило. Здесь на диске нету вставки никакой.
Поэтому, если что-то, какие-то получаются биения, то разбивает вот это вот гнездо. Это крайне неприятно. Но от этого никуда не избавишься. Ну, не выбрасывать же такие дорогущие диски. Поэтому я делаю вот так вот. Выравниваю. Ставлю планшайбу. И затягиваю. Как уже говорил, избавляю. То есть все стандартно. От руки затянул. Вот так вот, хорошенько. Все быстро и удобно. Ну, естественно, здесь, поскольку у меня там некоторый люфт, появится биение. Эти биения выбираются, соответственно, алмазным бруском. Вот такую пришлось сделать доработку. До свидания. До новых встреч. Здоровья вам и всего хорошего.